Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я сегодня хочу вам показать очередной узорчик вот из такой пряжи. Пряжа так средней толщины. Вот она, не сильно толстая, не сильно тонкая. И крючок у меня сегодня будет под эту пряжу 3,5 миллиметра. Вы в свою очередь берете свою пряжу, свой крючок, и у вас все получится. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она совсем не сложная, читабельная, все видно. Кто умеет работать по схемке, работайте самостоятельно. Кто не умеет, повторяйте за руками. У вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 3 петельки. Давайте я наберу 10 раппортов. Это будет 30 воздушных петелек. И 2 петельки по краям дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итак, вначале все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 30 плюс 2, 32 воздушные петельки. Итак, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее смотрим по узорчику, по схемке. Делаем одну воздушную петельку. Отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе, столбик без накида. По порядку следующая петелька цепочки: нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе, столбик без накида. Есть. И вот так вот вы шагаете, провязываете в каждую петельку столбик без накида. Сами себя контролируйте. Количество столбиков у вас получится ровно столько, сколько вы провязали воздушных петелек. Я провязала 32 петельки, у меня будет 32 столбика. Поняли, да? И вот так вот аккуратненько, не спеша, монотонно вы провязываете самостоятельно до конца ряда. Поэтому несложно это. И я вас в конце ряда встречу. Договорились? Все, у вас получается вот такая вот картина. Все, самостоятельно в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, ничего сложного, все аккуратненько. Теперь смотрите, что мы делаем. По схемке 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Делаем накид. И смотрите внимательно, пропускаем наши 2 столбика. 1, 2. И аж только в третий столбик нырнули, вытянули ниточку, вот, и провязываем по 2 петельки. 2, 2, столбик с накидом. И у нас будет так вот в наклон. Теперь воздушная петелька, накид. И смотрите, возвращаемся обратно к столбикам, которые пропустили. Вот первый, второй пропустили. Возвращаемся к первому столбику. Вот, вот таким вот образом. Беремся за верхушечку, вытягиваем рабочую ниточку и провязываем точно так же. Столбик с накидом по 2 петельки. 2, 2. По итогу у нас получился вот такой вот крестик. Понятно? Идем дальше. Опять накид. Пропускаем 2 столбика. Вот мы последний наш провязали. От него 2 столбика. 1, 2, в третий. Нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Опять наклонили столбик. Воздушная петелька, накид. И возвращаемся обратно. Вот от нашего столбика отсчитывайте. 1, 2. Вот ко второму столбику я возвращаюсь спереди, таким вот образом, и провязываем еще по 2 петельки, вот столбик с накидом. По итогу получаются вот такие крестики. И вот так шагайте до конца ряда. Опять вот наш последний столбик провязанный, пропускаем 2 столбика. 1, 2, в третий. Нырнули, провязали столбик с накидом, воздушная петелька, вернулись. 1, 2, отсчитали, вот наш второй, и в него провязываем еще один такой же столбик с накидом. Понятно, да? 1, 2, провязали, воздушная петелька, вернулись. 1, 2, захватили столбик и провязываем
Вот, все. У нас получается вот такие вот малюсенькие-малюсенькие крестики. Видите? И все столбики у нас смотрят в одном направлении. Это очень красиво. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши крестики, столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? У нас остается вот после нашего последнего провязанного столбика вот петелька подъема. Да? Помните, имитация столбика без накида. Смотрите, делаем накид. И вот самую последнюю петельку нырнули и провязали. Сейчас. Нырнули и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее одна воздушная петелька, поворот, и сюда же верхушку этого же столбика нырнули, провязали столбик без накида. Теперь смотрите, вот у нас есть столбик, арочка из одной воздушной петельки, столбик, так? Столбик, арочка, столбик. Так вот, каждый столбик, каждую арочку мы провязываем столбиком без накида. Столбик без накида, значит, в арочку нырнули между столбиками, столбик без накида, следующая верхушка, опять столбик без накида. Есть. То есть наш первый крестик мы провязали. Следующий раз, два, три. Точно так же провязываем. Столбик без накида раз, в арочку, столбик без накида 2 и столбик без накида 3. Поняли? Вот. И вот так вот провязывайте. Опять за верхушку, в арочку, за верхушку, за верхушку, в арочку, за верхушку. Все, ничего сложного. Угу. И вот такая получается у вас красота. Самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Несложно у вас получается. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд. Вот у нас получается, здесь были 3 петельки подъема предыдущего ряда. В третью петельку нырнули и провязали столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, делаем накид. Точно так же, как в первом ряду получается, крестиков, в первом ряду крестиков. Мы пропускаем 2 столбика. В третий нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. Теперь смотрите внимательно. Делаем накид. Мы опускаемся вот к нашему крестику, вот к этой первой ножке. Захватываем ее сзади наперед, вот таким вот образом. Вытягиваем рабочую ниточку и провязываем, смотрите как. Одна в начале петелька, потом 2, потом 2. Рельефный лицевой столбик с накидом, видите? И он такой немножечко длиннее, чем первый наш столбик. Точно так же, опять, вот мы последний столбик провязали, пропускаем 2 столбика. Раз, два, в третий. Нырнули, провязали столбик с накидом обычный. Воздушная петелька, накид. Опускаемся к крестику. Вот наша первая ножка. Захватываем ее сзади наперед. Формируем рельеф. Вытягиваем рабочую ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. То есть столбик будет чуть-чуть длиннее. Видите, он уже опускается, через ряд прыгать. Вот такая красота. Опять накид. 2 столбика пропустили в третий. Обычный столбик с накидом. Потом у нас идет воздушная петелька, накид. И опять возвращаемся вот к нашему первому столбику от крестика. И провязываем вот такой вот удлиненный рельефный лицевой столбик с накидом. Понятно? И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Совсем не сложно. Раз, два пропустили, в третий провязали столбик с накидом. Воздушную петельку сделали. И вернулись, получается, к нашей ножке первой нашего крестика. И провязали вот такой вот удлиненный столбик с накидом. Он у вас рельефный, лицевой. Понятно? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши крестики. Такие вот рельефные, объемные. Как мы заканчиваем наш ряд. Вот, после последнего крестика у нас здесь столбик без накида предыдущего ряда. Делаем накид и в него провязываем столбик с накидом. И на этом наш ряд закончен. Дальше воздушная петелька, поворот. И мы с вами провязываем точно так же, как после крестиков. Полностью весь ряд столбиками без накида. Столбик без накида. Дальше верхушка столбика, арочка, верхушка. Провязываем столбиками без накида. Раз,
арочка 2 и столбик 3. Опять верхушка, арочка, верхушка. Точно так же столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3. Верхушка, арочка, верхушка. И точно так же опять провязываем. 1, 2, 3. Все. Точно так же провязывайте весь ряд столбиками без накида. Ничего сложного. В конце ряда я вас встречу. Договорились? У вас получится. Давайте. Так, вот наши столбики готовы. Ничего сложного. И заканчиваем мы наш ряд. Помните, да? Вот 3 петельки подъема предыдущего ряда. Беремся за третью петельку и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее опять повторяем наши крестики. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. 2 столбика пропустили. В третий провязываем столбик. Обычный столбик с накидом. Воздушная петелька, накид. И опять возвращаемся вот к предыдущему крестику за первую ножку. Накид. Захватили сзади наперед ножку. Рабочая ниточка. Точно так же вытягиваем и провязываем. Опять 1 петелька. 2, 2. То есть рельефный лицевой столбик с накидом. Ну, вот такой вот чуть удлиненный. Видите, что у нас получается, какой рельеф? Вот такая косичка будет на протяжении всего нашего вязания. Опять 2 столбика пропустили. В третий столбик с накидом. Воздушная петелька. Накид. Вернулись к нашему крестику. Вот к первой ножке. Захватили ее. И провязываем точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом. Вот немножечко удлиненный. Все. И вот так вот вы провязываете до конца ряда. 1, 2. Давайте еще раз вместе провяжем. Столбик с накидом. Воздушная петелька. Вернулись к ножке нашей первой. Опустились вниз, да? И провязали удлиненный рельефный лицевой столбик с накидом. Все. Принцип узорчика понятен. В одном ряду вы вяжете крестики. Вот такие вот удлиненные. Да? Одну ножку удлиненную. А возвращаетесь столбиками без накида. Опять крестик. Вернулись столбиками без накида. Крестик, столбиками без накида. Все. Давайте увеличим наш образец в несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво, симпатично. Вашу копилочку узорчиков. Все. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Итак, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Посмотрите, какая очень простая красота. Да? Смотрите, узорчик у нас односторонний, изнаночка, но все ровненько, чистенько, аккуратненько, не стыдно показать. Лицевая сторона вот такая вот интересная, рельефная. Узорчик получается вертикальный, то есть применять можно для изделий, чтобы, так скажем, удлинить вашу фигуру. Как вам? Из моей пряжи вот так вот тянется узорчик, вот так вот. Из вашей может тянуться больше, может тянуться меньше, пробуйте, обязательно вяжите своей пряжей, своей рукой, своей плотностью вязания. Давайте замерим. Например, моя пряжа, моя плотность, мой крючок. У меня это получается... Так, смотрим. 32 воздушные петельки. Это 18 сантиметров. И здесь получается у нас каждый как бы вот такой вот наклон крестик, да, 2 ряда. То есть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 рядочков. Но здесь я еще один как бы не довязала столбики без накида. Итак, получается у нас, ну вот, практически 10 сантиметров. Еще будет столбики без накида, будет ровно 10 сантиметров. Узорчик очень легкий. Конечно, за счет того, что здесь столбики без накида, да, он растет не очень быстро, но ничего сложного. Запоминать, считать ничего не надо. То есть взяли и аккуратненько, тихонечко медитируйте, вяжите, что вам необходимо. То есть, что это может быть? Из моей пряжи. Это у меня акрил. Это может быть какие-то кофточки, кардиганчики, шарфики, снудики, почему нет. Летняя пряжа, топики, маечки, летние кардиганы. Представляете, в пол такой кардиган будет длинный из летней пряжи. Да, он будет вязаться не очень быстро, но зато будет очень-очень красиво, симпатично. Как вам? Если вы что-то узорчиком этим вязали, то обязательно пишите нам. Мы будем читать, вдохновляться, какой пряжи, что у вас получилось и так далее. Кому интересно, могу сказать пряжу, которую я сегодня вязала. Пряжа называется Yarn Art Baby. Моточки здесь небольшие, по 50 грамм, 150 метров. Это 100% акрил. Цвет, если кому-то понравился, он на камеру передается ярче, так он поспокойнее. Цвет 204. Вот такая красота.
Повторюсь, вы берете свою пряжу, любую, какая у вас есть, не обязательно такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные. И у вас получится из любой пряжи. Обязательно получится. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.